Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, приветствую всех участников съезда, всех участников видеоконференции. Во-первых, конечно, благодарю за высокую честь, за высокую награду, которая не только отражает деятельность мою лично, отражает деятельность нашей организации Союза русскоязычных писателей и журналистов в Болгарии, которая, несмотря на то, что является болгарской организацией, зарегистрирована в Болгарии, но проводит абсолютно, э, пусть даже звучит это смело, но тем не менее это правда, пророссийскую деятельность, потому что мы свои усилия направляем на продвижение, сохранение и распространение русского языка и русской литературы. Вы знаете, что несколько лет назад появилось такое понятие, которое, в принципе, появилось давно в Штатах, но вот несколько лет назад оно так распространилось по отношению к российской культуре, называется cancel culture. Но дело в том, что перевод абсолютно неправильный. Отмена культуры, вроде бы, вернее, говорят так, культура отмены. Так переводят этот термин. Но это абсолютно неправильный перевод, поскольку я все-таки преподаватель английского языка университетский. Я вам скажу, как надо перевести и как будет верно. И это еще страшнее, потому что cancel – глагол «отменить». Это звучит буквально как приказ – отменить культуру. Так вот, ничего у них не получится и уже не получилось. В этом отношении, ну, я не могу жаловаться, конечно, на Болгарию. Потому что, я напомню, кстати, цитировать себя не очень, конечно, хорошо, но тем не менее я напомню, что 5 августа, когда у нас был форум по защите деятелей духовенства, если вы помните, Александр Сергеевич, я тогда, может быть, вразрез выступлением всех других участников, я сказала, что нет недружественных стран. Есть недружественные элиты, и даже не все элиты, а часть элит, которые недружественные. Поэтому ни в коем случае я не приму по отношению к Болгарии, что это недружественная страна. Для меня, человека, который очень много лет прожил в Болгарии, я с уверенностью могу сказать, что эта страна, она как была, так и остается. Ее народ одним из самых дружественных. К сожалению, многие не могут в этом убедиться, потому что в России отключен Facebook. Но Facebook пестрит, буквально занят огромным числом групп русофилов, групп в поддержку России, групп, которые поддерживают нашу деятельность. В наших мероприятиях участвуют обычно болгары, а членами нашего союза являются люди из России, из Болгарии, из Мексики, из США, из Латинской Америки, из других стран, из Австралии, Узбекистана, Венгрии, Чехии, ну, я могу так очень долго перечислять, Израиль в том числе, и Украина. Так что я думаю, что наш союз – это хороший пример, как надо действительно жить в мире и к чему стремиться. Объединяться, и слово должно нас вести вперед. Слово честное, слово сильное, и это слово победит. Вначале было слово, не буду дальше цитировать, все мы знаем источник. Первый источник этой цитаты. Теперь я хотела бы сказать несколько слов, буквально очень коротко, о деятельности Международной общественной палаты. Я считаю, что эта деятельность заслуживает самой высокой оценки. Конечно, всегда есть к чему стремиться. В Болгарии самая высокая оценка – это 6. Так вот, я за деятельность Международной общественной палаты поставила бы 5,8. Почему 5,8? Потому что всегда есть к чему стремиться. Например, вот перейду к конкретным вещам. Здесь упоминался
Чернобыль, конечно, это одна из самых больных тем, Чернобыльская катастрофа. Создана комиссия, и вот я сегодня, например, впервые услышала, что есть День Победы, победы над атомом. Вы знаете, что мне хотелось бы, чтобы вот Международная общественная палата объявила День мирного атома. И в чем здесь сущность? Как раз в словах. Чтобы это было не просто День Победы над атомом, что мы его закопали в саркофаге, тот атом, который вылез, когда не надо было, но чтобы мирный атом победил сегодня, потому что сегодня очень много говорится о немирном атоме, который может вырваться за пределы разума человеческого, за пределы воли людей с разумом. А людей, которые уже не сапиенс, трудно их отнести к сапиенс, становится, к сожалению, все больше. И именно в той элите, в той части элиты, которая возглавляет многие страны мира сейчас, которые появились, выплыли, поднялись со дна истории. Вот этот процесс желательно как можно свести к минимуму. Этот процесс, когда они занимают ведущие позиции в мире. И я думаю, что вот от таких организаций, как Международная общественная палата, зависит очень много. А, Теперь о религии. Ну, многие из вас знают, но я напомню или скажу для тех, кто не знает, что, например, что опять положительно в Болгарии. И я этим фактом горжусь очень. Потому что в центре Софии находится здание 4 конфессий. Ну, скорее 3, потому что болгары тоже относятся к православным. Но в самом центре Софии находится величайший Софийский храм, а носит он имя Александра Невского. И построен он как подарок победителям в освободительной борьбе, когда боролись против рабства, против турецкого рабства болгары и русские, плечом к плечу. Второй храм, который находится в центре, это мечеть, посещаемый, особенно в праздники мусульманские. Собирается очень много людей в центре Софии. Но их никто не обижает, им никто не мешает, потому что церковь не может, мечеть не может всех собрать. И они рассаживаются вокруг и занимают целую площадь. Но, тем не менее, люди с уважением к ним относятся. И никогда не было никаких ни стычек, ни пореканий. А чуть в стороне, там же, рядом с центром, находится синагога, которая тоже действует, и никогда никаких эксцессов по отношению к синагоге и ее посетителям не было. Так что вот такая страна Болгария. Маленькая, может быть, не очень сильная в данный момент, потому что вернусь к тому, что кто находится у власти. Но, тем не менее, вот основа этой страны, она жива, она действует, и она сильна. Я думаю, она наберет силу. Не так уж много осталось, просто эти силы затаились, и они созревают, и все-таки возьмут верх. А, что я еще хотела бы сказать? А, так. М. Я хотела бы а, напомнить, Александр Сергеевич знает об этом факте, что в этом году у нашего Союза первый крупный юбилей– 10 лет. Я тоже считаю, что это не такая уж маленькая победа нашего Союза. 10 лет, как вы сказали, Александр Сергеевич, в стране НАТО, в стране, которая, в общем-то, принадлежит этому блоку и оказывает всяческую поддержку, верхушка этому блоку, в стране, которая окружена
вот теми самыми государствами, которые многие называют недружественными. Но я вам хочу сказать мои впечатления об этих недружественных государствах, потому что очень часто бываю в Греции. Так вот, это точно такая же недружественная, в кавычках, страна, как и Болгария. Потому что народ относится к русским самым сердечным образом. Э, Я хотела бы вас всех, друзья, пригласить на наш юбилей, который будет 10 декабря, отмечаться в русском доме, который находится в центре Софии, который посещается болгарами очень активно и нашими соотечественниками, проживающими здесь. У нас будет отмечаться наш 10-летний юбилей. Я потом вам пришлю ссылку, Александр Сергеевич, на то, как он проходил. Вы являетесь почетным членом нашего союза, как и еще несколько человек из Международной общественной палаты. Для нас это исключительно важный факт. Очень почетно, что такие люди являются членами нашего союза. И обязательно зачитаю ваше слово, ваше приветственное слово, которое вы прислали в адрес нашего союза и которое будет помещено в юбилейном альманахе. Я вас благодарю, друзья, и желаю успехов. Можете рассчитывать на нашу поддержку и на то, что наша деятельность будет в этом направлении развиваться. До свидания.